Друзья, всем привет из нашего жаркого южного сада. И в сегодняшнем видео хочу показать вам новую зону, как опять все взорвала и пересадила, сделала другую композицию. Хочу показать вам, как начали цвести красиво гибискусы в нашем саду и остальные наши южные красивые цветы. В прошлом видео мы вам показывали, как мы устанавливали бамбуковый забор, как изменилась сразу эта зона внешне. Но, знаете, для вот таких чокнутых садоводов нет предела совершенству. И изменения в этой зоне дали новый взгляд на это место в саду. И я решила немножечко здесь сделать перестановку. В общем, друзья, здесь расцвела, видите, магнолия, цветет Little Gem. Это второй день этому цветочку. Я ее так люблю. Хочу, чтобы она все-таки была акцентным растением в этой зоне. Поэтому, чтобы она была на более переднем плане, я решила перенести лавровишню. Лавровишня от Тольюкин на штамбе. Друзья, видите, июль месяца, почему бы нет? Я контролирую, пересаживала большим комом. Лавровишни вообще прекрасно. Лавровишни, бересклеты пересаживаются, уже много раз пробовала и в течение лета пересаживала, они даже не вянут, прекрасно. Она, в принципе, год здесь проросла, еще такого сильного укоренения не было. Решила дальше посадить вот сюда в центр этой композиции Аукубу пиктората. Вот она у меня стояла в горшочке, чтобы она была таким акцентным, ярким пятном. За ней по земле плетется канарский плющик с такими белыми листьями. Пустила его как почвопокровное растение. Он так и остался на своем месте. Подсадила сюда вот такую красивую канну. Падуб иргенти пересадила на дальний план. Вот он будет таким шаром, буду его застригать. Посмотрю, в общем, как он будет на этом месте себя чувствовать между магнолией и лавровишней. Здесь солирующим в этом углу оставила камелию и подсадила питоспорум нано. Питоспорум тобера нано. Очень красивое вечнозеленое растение. Вот решила, что здесь красивый будет такой холмик. В этой же зоне у меня хаканихлоя. Вот она тут пытается сформироваться, выжить. Что-то не очень я с ними дружу, с этими растениями, но пытаюсь к ним приспособиться. В углу для акцента поставила гехерочку. Гехеры, кстати, по моему опыту тоже прекрасно переносят пересадки, великолепно. И вот одно из любимейших тоже растений в этой зоне – это криптомерия японская Little Champion. Такая вот коралл такой красивый. Здесь у меня подсажен мой Будда. И вот это все теперь так перекликается. Интересно. Здесь еще падуб булата. Друзья, посмотрите, как он красиво вообще формируется, как он нарастает. Это тоже вечно зеленое растение. Листик просто как кружочек. Он вот кругленький такой. Блестящий, как лаковый. Очень красивый. Также в этой зоне растет у нас падуб варигата. Вот он весь в ягодах внутри. Очень так красиво будет смотреться. И зимой тоже. И в самый дальний угол за камелией я посадила бигнонию каприолата, которую потом подниму на эту сторону, пущу ее вьющееся растение. Очень красиво цветущее, тоже вечно зеленое. Цветы похожи на кампсис, только она не порослюет. Очень красивая. Я все ждала вот такое место где-то близко, чтобы мне было ее видно. И все-таки дождалась. Сейчас еще хочу вам показать очень красивый олеандр. Вот еще не успела его посадить, пока поставила вот сюда в горшочек. Такой желтый сорт. И вот здесь как ниточки такие красивые. Обалденно смотрится. Посажу его в большой контейнер. Не успела намешать землю, заказала два таких красивых
Прямо люблю олеандры, хоть каждый раз и зарекаюсь, друзья, что все, хватит мне одного олеандра в саду. Но вот не смогла удержаться, слишком красивый цвет получился. Пока рассказывала, смотрю, какие огромные уже бутоны на камелиях. Это сорт, какой-то у нас сорт Dazzling Pink, уже забыла. Очень много заложила бутонов, это все бутоны. И Curly Lady тоже заложила, вот она, везде бутоны. Прямо красавицы, хорошо подцветут. Здесь у меня микромир горшков, хотите? Покажу, расскажу. Люблю тоже такие и комнатные варианты. Вот здесь в этой зоне у меня на террасе растут здесь циперус варигатный. Я его, кстати, друзья, посадила в контейнер без слива воды, потому что он даже из воды может расти. Ему, в принципе, нравится. Здесь кордилины. У нас тут такие дожди были, вот все они еще в пыли. Все это пролетало. Здесь фикусы у меня. В прошлом году, по-моему, в каком-то из видео показывала, как сажала. Очень хорошо вот этот фикус пошел в рост. Прямо кустом. А вот на этот фикус у меня муж что-то уронил и сломал ему верхушку. Я долго он сидел, думала вообще все лерата. А нет, все-таки выпустил новый лист и верхушечную почку. Вы у меня спрашивали, у меня стрелиция. Здесь растет стрелиция, по-моему, это ригида. В общем, она еще у меня не зимовала, я ее только приобрела. Она долго сидела, вот сейчас начала выгонять новые листья. Вот лист новый, вот у меня. Собираюсь ее пересадить еще в более большой горшок. Зимовать она, скорее всего, будет в теплице. Она любит холодную зимовку, насколько я знаю. То есть она стрессует, если ее занести в дом. Будет это страдать. Еще хочу вам показать. В прошлом видео начала показывать, что у меня начали цвести каллы, которые у нас зимуют. И это была такая начальная стадия. Вот за это время каллы открылись. Посмотрите, какая красота. Я вообще в диком восторге, потому что это первый раз у меня такое цветение. Вот эта калла у меня уже 2 зимы зимовала. И вот в этом году она гонит такие огромные красивые цветы, они прямо светятся. Ну, вообще цветок каллы вот он, это такой предцветник, но смотрится очень эффектно. Сажайте, друзья, не бойтесь каллы, они зимуют у нас, это уже проверено. И вторая оказалась розовой и тоже красивая, у нее другой немножечко цветок, другой по форме. И такой вот он уходящий в розовый цвет, как будто рассеянный кисточкой, вот такой оттенок. Очень красиво смотрится. Здесь в горшочке у меня цветет лилейник, хочу его подсадить, не успеваю. Тоже красивый цвет такой. Светлый. Лилейники по саду продолжают цвести, еще бутоны. Друзья, магнолии активно растут, они будут вегетировать и подрастать весь сезон. Вот если даже, я не знаю, как на контрасте показать, очень хорошо выросла феруджина. Великолепные приросты, великолепно выглядит, вообще супер лист. Она стала как-то вот укоренилась и стала более характерную вот эту свою рыжину обратной стороны. У феруджины обратная сторона прямо медная. И вот она ее стала ярко проявлять. Это так эффектно со стороны смотрится. Вообще наблюдаю сейчас за своими магнолиями. И они все разные. Вот на разных контрастах вот эти отливы листьев. Это тоже очень красиво, декоративно смотрится. Смотрите, как великолепно себя чувствует канна в горшке. Но этот лист мы не берем во внимание, его и улитки сожрали, он как-то обгорел у меня. А так выгнала огромнейшие просто листья, ярко такая окрашенная, и будет цвести. Я люблю, как они цветут, знаете, как какие-то райские птицы, прикольно. По-моему, этот цвет оранжевый, не помню, честно говоря, 100%, но очень красивый. А сейчас покажу вам, с какой проблемой столкнулась с выращиванием лимона. Вот лимон Мейера, я не знаю, что-то мы с ним никак общий язык не найдем. Вот начал хлорозить. Хотя растет специальный грунт для лимонов, но лимоны держит. Вот весь в лимонах. Подкормила я его тут хорошо осмокотом, замульчировала. Лимонов, кстати, на нем сейчас довольно много.
Ну вот буду, наверное, ему делать обработку препаратом железа. Не знаю, может быть еще, конечно, такая проблема есть. Вот у нас сейчас дожди льют, очень сильные, ну у нас, слава богу, еще более-менее. И вот эти горшки керамические, очень маленькое отверстие, друзья, вот это сливное отверстие очень маленькое. И часто вот дренаж в этих горшках закрывает это отверстие, и получается, что вода застаивается. Это тоже может привести к вот стрессу, вот к таким вот проявлениям. Поэтому вот не знаю, уже жалко вытаскивать, но в такие горшки с маленьким отверстием сыпьте крупные камни, обязательно крупный дренаж, чтобы вот не закрывал он вам слив и была вода. Хочу вам показать, как хорошо обросла в этом месте у меня Нандина Гольфстрим. Прямо золотистый сорт, красивый, с розовым, вот уходит в розовый. Прямо славненькая. Сюда подсадила еще на контраст к медуницам гехеру, чтобы было такое сочетание более яркое. Здесь у меня... В прошлый раз мы вам показывали, начала расцветать гортензия. Но это еще было такое прямо скромное начало. Сейчас уже некоторые соцветия вот так красиво открылись. Метельчатая гортензия. Она у меня в этом году, слава богу, не хлорозит. Я под осень ей серу ложила килоидную. Здесь цветут очитки, видите, желтым. Такой коврик. Уходит в бересклет браво. И получается такое вот сочетание красивое. Бересклет, здесь гортензия. Здесь сосна у нас росла в воротнике из мискантуса. Вот сейчас мискантус уже ее обнимает. Скоро будут выгонять стрелки. Видите, уже утолщается, значит, скоро будет стрелочка. И очень хотела вам показать, зацвел у меня гибискус блю шифон. Вон он вдалеке зацвел. Место, конечно, сейчас у него не очень видное, потому что он, когда поднимется выше, будет здесь раскидывать веточки, будет более видно его цветение. Продолжает цвести лиатрис колосковая, такие мохнатики, красивая. Здесь она подсвечивается желтыми хризантемками. Очень красиво цветет лагерстремия, индийская сирень. Такие грозди красиво смотрятся. И сами цветы, и бутоны. И все это вместе. Прямо очень здорово. Это карликовый сорт. 3 года он у нас растет, зимует. Ой, тут ветрами все спуталось. У нее очень необычный цветок. Смотрите, какой интересный. Прямо как кружево. Но в сочетании с такими яркими оттенками. И у лагерстремии мне очень нравится еще всегда подкрашенный лист. Вот разные сорта, и по-разному смотрятся листья. И в зависимости от сезона тоже красиво. И осенью они красиво меняют цвет. Жаль только, что листопадные. Здесь цветет талия припудренная. Вот она, видите? Вот у нее листик. С этой стороны, вот правда, как припудренный такой белый налет. Кстати, вот даже остается, вот если проводишь. Красивое растение водное. Растет в горшке с водой и посаженная в землю. А здесь внизу, друзья, посадила бересклет. Бересклет Форчина Харликин. Харликвин, по-моему, как он называется. Кто Орликин называет. Вот такой вот интересный. У него такая варигатность красивая. Яркий бересклетик, чтобы он мне тут заплел все снизу. Помните наш молочай, который вымерз у меня зимой? Я его там поливала, все, в общем, и вымочила его. Обрезала его коротко, и вот уже он возродился в такой хороший большой куст. И выпустил мне одну ветку, вот смотрите, такую зеленую. Ну, она прямо как-то и покрупнее, отдельно смотрится. Как будто 2 сорта здесь. Друзья, вот про различия сортов. Смотрите, да? Насколько карликовый маленький этот сорт. Весь в цветах. И вот рядом для контраста огромная. Они одногодки. Можно сказать, я их одновременно практически посадила. Этот более поздний цветущий сорт. Сейчас попробую показать вам.
Да, вот начинает закладывать бутоны, будет цвести. В прошлом году цвела розовым цветом, она светло-розовая. У нее, видите, лист кайма такого розово-бордового цвета. И кора у нее розовая, тоже как немножечко такая корявенькая. Прикольно смотрится. Лагерстремии очень любят обрезку. У меня на весенних видео было видно, она была обрезана на штамп, практически вот мультиштамп эти ветки оголила полностью, а здесь вот коротко-коротко обрезала, вот оставила сантиметров по 40. И она выгоняет много веточек, закущается, и цветение у нее на побегах текущего года. То есть чем сильнее обрезали, тем она будет активнее, лучше у вас цвести. Поэтому если они у вас подмерзают весной, и вы пугаетесь, что она там только начала просыпаться, вот такие малюсенькие веточки, ничего страшного, потом вот так прекрасно обрастает и обязательно еще и зацветет. В этой зоне хочу вам показать, леатрис будет белый, леатрис колосковая, наверное, тогда правильнее сказать белая. Вот видны уже, у нее окрашиваются уже бутончики. Здесь нандина выгнала молодой прирост красивый. Все время вот сорт этой нандины я забываю. Юка подрастает, получилось такое трио. Здесь мискантус карликовый, афиопагон черный и юка, это у нас Bright Star. Все это сверху накрыто цветущими эхиноцеями. И здесь начинает цвести, вчера буквально начал раскрываться сирийский гибискус Дюк де Брабант. Он тоже перекликается с лагерстремиями, дает вот этот оттенок розового цвета с таким паучком красивым. Чем больше садом заведуешь, тем меньше уже боишься всяких паучков. Вот хочу вам показать окрас этого сорта. Вот цветок один открытый, видите, у него и белые там вкрапления какие-то. Интересный махровый сорт. Но вот он, когда на полном солнце, он у меня подгорал. Сейчас его уже начала накрывать линкоранка, и она его уже немножечко так притеняет, и цветок выглядит теперь намного эффектнее. Здесь продолжает цвести, сейчас вот в лучах вечернего солнца прямо аж светятся метелочки, это скумпия Янг Леди. Видите, как она долго цветет. Первое цветение, второе цветение. Обалденное. Ну и вот что-то ей покрутило листик. Вот к слову о том, что скумпии не болеют. Вот неправда. Видите, и скумпии тоже болеют. Что-то вот идет не так. Надо уже опять делать обработки. Режу ее нещадно. Ой, а здесь просто горят огнем лилейники. Вот самое у меня любимое время в саду, наверное, на рассвете. И вот вечернее солнце, когда светится сад и становится таким розовым, в оттенках розового. Здесь великолепно растет, подрастает элеагнус, ярко окрашен, очень красивый вечно зеленый кустарник, такой стабильный, конкретный, можно сажать и не бояться. И сейчас самое время, вот когда начали цвести сирийские гибискусы, и вот я их здесь сажала, чтобы вся вот эта арка, она у меня прямо любимая такая в саду, чтобы она была у меня вся в цветах. Сейчас, конечно, под вечер они уже чуть-чуть подвяли, и дождями их вымыло, но смотрелось это настолько эффектно. Я жду, когда вырастут и будут большие. Здесь два куста этих гибискусов. Здесь белый. Вот попробую сейчас вам показать белый, не махровый сорт. И фиолетовый. У обоих сортов такая бордовая сердцевинка. Этим они сочетаются, перекликаются. Красота. Друзья, вырезала всю монарду свою сегодня. Вот здесь у меня вокруг бука всегда кольцо из монарды. Как только она процветает и завязывает уже эти семена, я ее срезаю под самый корень. Потому что, знаете, когда сад маленький,
все время нужно контролировать. Отцвело, срезал, разрослось, подстриг, чтобы он не выглядел у вас, знаете, как такая роща, куща, чтобы понимались какие-то черты, какие-то формы, какие-то перекликания. Поэтому чем меньше сад и чем более плотные посадки, тем более это все у вас должно быть под контролем. Вот открыла эту зону, акцент с монарды мы сняли. И теперь у нас здесь видно вот хвойная группа. Здесь у нас елочка коника, кипарис, авиклемантрейт, барбарис, кедр. Здесь у нас очень красивый кедр. Это Ля Фонтейн. Вот он такой прямо сизый-сизый. И помните, в прошлом году я сажала африканская проса, такой шикарный был, огромный злак, который мы все не могли, и все писали, что это за злак. Ну и выяснилось, что конкретно он не зимующий. Вот я в этом году взяла на ярмарке себе еще один. И он у меня буквально там за 2 недели из вот такого перышка опять превратился в такой хороший куст. Любит воду, поливаю его, хорошо нарастает. А здесь еще хотела вам показать, смотрите, плющ. Вот он. Ой, сорняк. В прошлом году посадила красивый очень сорт плюща. И он начал уже расползаться, ему здесь нравится, под кипарисовиком влажность. Смотрите, какие он дает листья. Раз вот такие огромные, раз вот такие резные. Вот так вот себя ведет. Посажен как почвопокровник. Ну и раз уж мы попали в эту нашу красоту, в которую мы редко заглядываем. Здесь у нас араукария чилийская. Вот такие у нее в этом году прямо уже утолстились при ростике. Вот объемчик такой добавился. Видно прямо, что она укоренилась, пошла хорошо. Такое красивое растение, конечно, удивительное. И хотелось бы вырастить, чтобы была большая и красивая. Здесь нандинка еще у меня растет. Сочинская, вот такая высокая, она должна потом тоже вся в ягодах быть. И здесь я посадила колоцедрус. Колоцедрус несбегающий, аурея вариегата. Вот тут подмульчировала его, вырвала вокруг него траву, в общем, почти всю, справилась. Вот такой красавчик, у него будут ярко-желтые такие вкрапления. Вот первого года посадка, будем за ним наблюдать, как он будет себя чувствовать. Ну вот также, друзья, хочу вам показать, открылся вид, убрала монарду и в эту часть сада. Обычно мы вам с той стороны показываем. Здесь у меня растет магнолия. Это саженец майкопской магнолии, я так думаю, что это драконис. Она без коричневого налета, видите, она белая, другая совершенно. И вот проблема, увеличь, Вань, пожалуйста, нашего дня. Цикадка. Белая цикадка. Просто вообще все в городе в этой цикадке. И вот она моментально, все в саду уже смотрю в ней. Хотя сад постоянно на обработках. Ну вот идут дожди и, видимо, смывает все это дело. В общем, опять придется все травить. Очень хорошо она в этом году, вернемся к нашей магнолии, подросла, наросла. Сажала я ее вот такусенькой, кто смотрит канал, помнит, она зимовала уже 3 зимы. В этом году прямо активный рост. Увеличилась в размере, наверное, втрое и продолжает расти. Красивая должна быть самая такая огромная магнолия в моем саду, наверное. Но пусть будет. То, что рядом с ней растет туя, понимаете, друзья, это вот такой вот временный эффект. Она ее сейчас закрывает мне тут и от ветра, и от всего. Потом у туи будет какая судьба? Либо она обрежется вот так в уровень забора и будет здесь просто такой застриженной формы, сдерживать, тоже согревать зимой. Либо вообще я с ней распрощаюсь, если она будет мешать этой магнолии. Это ответ на ваши комментарии. Вы мне часто пишете, что загущенные посадки, что будет с садом через 10 лет. Вы знаете, я сама иногда не знаю, что будет с садом через месяц. Бывает так, как взыграет что-то в голове. Раз и переделала, переиграла. Понятно, какие-то там растения, которые уже по несколько лет растут, и мне нравятся, я их не трогаю. Но какие-то новые зоны
иногда хочется сделать. Подошла вам показать, что цветет второй раз уже Вигела Red Prince. Вот она, красавица такая. Я ее пристригаю. Сегодня вот немножечко тоже подстригла. И она выгоняет очень много бутонов. Вот эти все веточки будут цвести. Вот они. Старые вот уже цвели. Как сорт называется? Red Prince. Почему так не к женскому? Потому что Вигела. Red Prince. А я здесь так припряталась под лопушком. Банан здесь мой красивый. Ой, как я его люблю, конечно. В этом году он у меня вырастил себе пару, вырастил детку свою. И детка уже тоже неплохо так подрастает. Вырезала здесь все ромашки, подцвели и хватит. И вот опять плющ. Видите, как почвопокровники. Везде поподсажены у меня плющи. Они потом красиво заплетут землю, и это будет и влагу сохранять. А здесь кедр. Надо дать опору ему приподнять. Это ливанский кедр Glauca pendula. Он хорошо вырос у нас. Он был намного меньше. Видите, такой вот он вширь не сильно растет, а верхушечку дал. И здесь подошла и покажу вам. Еще не расцвела, но уже увеличились прямо в объеме бутоны. Это морщинисто-листная калина. Мне очень нравится сочетание этой калины с бананом и с ленкоранкой с шоколадной. Такие тропики. А здесь, друзья, видите шарики? Я надеюсь, мы вам добавим маленький фрагмент семейного видео. Что это тут у нас за странные звуки? Чего? Ваня, что ты делаешь? Я хочу сделать похоже на круг. А, ты шарик делаешь? А здесь классно будет. Да, она уже разрослась и стала страшной. Это честно, Тоя боулинг-бол. тебя нету. А я это такой, помощь в саду. не, я такой думаю, перевоспитание. Ведь раньше такого не было. Вот так вот, да? Как это? Любовь к саду заразная. Муж любит шарики стричь. Я для него их посадила. Даже не пробуй, это разные. Сегодня супруга застала, просила и все-таки решил мне помочь, застриг. Вот опять возвращаемся к тому, что сад должен быть подконтрольным. Если его не стричь, если не придерживаться каких-то форм, то он разваливается, разрастается, и все это смотрится некрасиво. Вот этот эффект на самом деле такого, знаете, как немножко запущенного сада, он самый сложный и самый подконтрольный, потому что все имеет тенденцию расти, и держать это вот в таком вот состоянии, когда такие природные сады, они на самом деле очень сложные. Ой, наверное, завтра раскроется у нас уже вот этот болотный гибискус, вот уже какие огромные бутоны. Я обязательно сделаю видео и фотографии на канал в Telegram, добавляйтесь к нам, ссылки прикрепим в описании. Там очень много информации интересной, полезной. Всем будем рады. Очень красивый этот гибискус, я его просто обожаю, этот сорт. Вот такие огромные цветы, и они опять-таки дополняют эту зону. И смотрятся красиво, перекликаются цветом с акацией, летний шоколад. Здесь банан, морщинисто-листная калина, и получаются такие бушующие, яркие тропики, такие цветущие. Очень симпатично. Очень радует, что бутонов на этом сорте просто неимоверное количество. Он, наверное, самый будет обильно цветущий в этом году гибискус. Так, теперь попробуем вылезти из этой зоны. Нам это удалось. А здесь продолжает внутри куста цвести один из наших болотных гибискусов. Уже это виднее. Я не знаю, вот такой удивительный сорт. Начинает так потаенно цвести, потом потихоньку поднимается наверх. Здесь тоже цветут лилейники. Такие пятнышки. Перекликаются цветом с эхиноцеями. Вот видите, идет вот это сочетание опять-таки цветов.
здесь оторвался. У нас тут такие ветра были, такие дожди. Вода в саду стояла буквально в течение дня, не впитывалась, вот настолько заливала дождем. Помните, показывали вам мы в видео, по-моему, еще когда Лена приезжала к нам в гости, мы показывали, что расцвели эхиноцеи. И вот по сей день они цветут очень долго. И еще выглядят абсолютно красиво, не пожухли, ничего. Вот цвет яркий и на розовых, и на красных. Ну, были, может быть, они немножко ярче, но сейчас тоже красивый переход цвета. Здесь же у нас цветет кровохлебка. Вот ее дождями завалило, надо поставить ее на опору, потому что она уже тут завалилась на клен гарнет. Но ему, конечно, нравится, ему тут тень сделали. Что ж не жить. Клен сохраняет свой красный оттенок, видите? Красивый. Надо его приподнять немножечко и вот займусь вечером на досуге. Ну, красивое же растение. Смотрите, какое необычное. Кровохлебка, да? Яркий такой вот акцент. Такие шишечки в саду. Смотрится, я бы сказала, экзотично. Не могу, не нравится мне. Ой! Господи, видите, как теперь красиво. Один остался со мной. Будем так и ходить. Не нравится мне, как себя ведет клематис. Сизая птица в этой зоне. Вот видите, на самом деле такой довольно высокий сорт. Тоже все в цикадке. Какой ужас. Сегодня я ее угощу точно, наверное. Вот прямо не нравится. Я хочу их убрать отсюда и пересадить где-нибудь, соединить их поближе, посадить на более дальний план. Не сажайте, не делайте, как я, вот вблизи дорожек или еще чего-то. Они слишком разваливаются, форму свою не держат, и получается вот такая какая-то капуста некрасивая. Поэтому вот эта зона у меня следующая будет в переработку. Здесь цветет георгин, продолжают цвести эхиноцеи. Ой, господи, да что ж я сегодня вся в этих кактусах. Куда не влезу, вот второй раз я в них. Вот красиво, конечно, иметь кактусы в саду, но лучше в большом. То забудешь, что ногой, то еще чем-нибудь. Вот эту зону обязательно вам в следующий раз покажу, как я ее переиграю, потому что мысли уже в голове есть. В общем, нужно просто сюда добраться. А вот клен орнатум, вы видите, поменял цвет. Если гарнет мы вам показывали, и он был ярко-красный, держит цвет, то орнатум позеленел. С такой как бы розоватой окантовочкой, но не так уж и ярко. Выходим отсюда, показываем. Вот-вот стрельнет белый. Белый, кстати, тоже, вот я смотрю, очень много заложил бутонов. Даже, я бы сказала, не меньше, чем остальные. Будет богатое цветение в этом году. Значит, будут у вас, друзья, очень красивые видео. Бесподобно. Вот это цветение в саду, оно, конечно, добавляет таких акцентов, когда крупные цветы, эффектные, красивые. Вот люблю их. Здесь тоже цветет лиатрис. Видите, верхушка зацвела, низ еще нет. Вот такие вот тоже. Этот, кстати, сорт держит себя хорошо. Развалился только белый. Но может быть, потому что в этом году его сажала, и он не успел укорениться. Сегодня пристригала кизильник. Но только начала, пристригу сильнее. Я из него тут делаю такую застриженную форму, такой как шар, таблеточку какую-то. Друзья, брахея продолжает. Я вам показывала в прошлый раз, что она гонит ваи, ей так нравится. Так вот она вот выгнала, вот. И вот еще один пошел. И здесь, смотрю, вот заложен еще. Прямо хорошо она нарастает, обрастает. И знаете, мне еще очень нравится, что брахея армата держит ветер. Вот если трахикарпусы эти бедные, их вот так вот мотыляет, и вот этот лист потом как тряпка. Посмотрите, лист брахеи. Вот у нас просто ураганы были. Ни один кончик вообще, вот она как держалась, так и держится. Здесь получилось такое яркое сочетание. В прошлый раз я вам его тоже показывала. Кориоптерис варигатный поднялся.
Здесь с красным красиво колеусом сочетается. Колеусы, оказывается, ужасно любят улитки и слизняки. Очень тяжело вырастить этот бедный колеус. Приходится все время чем-то его обсыпать, в общем, чтобы эти улитки его не съедали. Смотрите, как красиво окрашен лист у варигатной купены. Вот как кистью разрисованный. Она, кстати, говорят, не такой агрессор, как обычная зеленая. Зеленую я почти вывела. Началась волна приростов молодых на криптомерии японской Йокогама. Вон все в листьях тут дуло. Видите, вот они, тоже у меня пошли они в рост такие. И красиво. Так мне нравится эта криптомерия. Прямо хочется мне, чтобы она у меня выросла. Так, кстати, друзья, за ней растет у меня лавровишня, сорт София. Очень красивый сорт. Листик мелкий, такой резной с зазубринками. Интересной формы куст держит. Сейчас покажем вам тут микромир наших хвойных, молодых хвойных. А здесь кипариса веколапсона виссели. А вот мы вам еще показываем часто виссель сагуара, а это виссели. Вот на висселе была мутация, из которой произошел виссель сагуара. Тоже очень красивый кипарисовик, но он намного шире и такой более рыхлый, в отличие от виссель сагуара. Здесь туевик. Видите, отличительная характеристика туевика, да? У него белые такие чешуйки. Зеленый, очень выносливый, кстати, для полутени. Великолепное растение. И варигатный. Вот, видите, тоже белые чешуйки. Очень хорошо тоже нарастает. Ну, я, с одной стороны, понимаю, я видела взрослые туевики, они совсем не карликовое растение, но, думаю, придется мне стричь и резать. А что поделать? А сейчас так красиво солнце играет в листьях, это корнус коуза. Вечернее солнышко на него попадает, хорошо разросся. Цветет гортензия. Когда-то покупала, как полярный медведь. В общем, я ими особо сейчас не занимаюсь. Они как бы есть, ну как бы сами по себе. Вот еще одна лаймлайт. Кстати, лаймлайт пересаживала, выкопала яму и взяла туда просто вот в эту яму готовую землю для азалии. Мне было некогда, и я вот засыпала туда просто чистый грунт. Вообще не домешивала даже нашей садовой земли. И она хорошо себя чувствует и не хлорозит. Значит, нужно это взять себе на заметку. А здесь так красиво цветет. Огромный привет Наташе Орловой. Я, когда смотрела на этот сорт гортензии метельчатой Бобо, она меня вообще никак не трогала, вообще не цепляла. Думаю, маленькая такая, как она там себя проявит? Мы же сначала что хотим, вот эти вот шапки огромные. Она мне привезла, подарила. Я посадила, она у меня сейчас цветет. Я каждый день к ней подхожу и любуюсь. Настолько она красивая, такая нежная, такие вообще, так облепленная этими цветами. Кстати, я ее когда сажала, у меня, честно говоря, на тот момент особенно не было много вот этой кислой земли, но у меня было целое вот полное огромное ведро опилок сосновых. Муж полировал полы. Я взяла и вот эти опилки в огромном количестве ей прямо и под корни туда, и везде замешала. И вот мне, в принципе, нравится. Смотрите, лист такой зеленый-зеленый. На осень положу еще серу килоидную, чтобы она в следующем году не хлорозила. Очень красиво смотрится. И такое необычное сочетание. Гортензия и бамбук, да? Прямо необычно, но красиво. А здесь на берегу жируют злаки. Злаки любят воду, любят попить. Я увидела тут в злаках огромный притаился куст молочая, господи. И не вырвешь, захочешь и не вырвешь. Но мы его выберем. Вот этот пенисетум темный, видите, такой почти черный колосок. И он единственный у меня такой ранний. Все пенисетумы брала, как-то никогда не заморачивалась ни с сортами, ничего. На ярмарку приду, нахватаю. И вот они у меня все себя по-разному ведут, по-разному проявляются. Но вот одно поняла, что им близко вода очень нравится. И близко вода
нравится, оказывается, пузыреплодникам. Вот этот карликовый должен быть сорт. У меня такое ощущение, что у него сейчас карликовый только листик. Потому что этот дружочек уже вот как вырос. А я взяла, думаю, ну будет такой небольшой, маленький тут пузыреплодничек. И даже не подстригла его, ничего. А он прет и прет. А теперь мне интересно вообще, докуда ж мы дорастем. Ну, красиво сочетается с таксодиумом. С цветом цветущего сумаха сочетается. Сегодня в этой зоне вырезала ромашки все отцвевшие. И вот опять получается злаковые такие композиции. Здесь тоже пенисетум, мискантус. Здесь кориоптерис скоро будет цвести, уже формирует бутончики. Синим будет цвести красиво. И здесь тоже пузыреплодник дьявола. Люблю бордовые оттенки. Друзья, начал уже спеть в саду инжир. Мы уже с мужем находили спелые инжиры, пробовали. Дети что-то наши бракуют, поэтому мы объедаемся. Вкусно нам. Смотрите, как красиво цветет тысячелистник. Красный такой. Яркий. Развалюшка. Вот спасаю, друзья, тую саграда. Не знаю, спасу ли я, успею ее спасти или нет. Вот поднялась вода. Она росла у нас там в зоне. В общем, она подвымокла. И не знаю, спасу я ее или нет. Я пересадила ее, обрабатываю антистрессом. Но что-то пока мне не нравится. Но корни были еще белые, не подгнившие. Поэтому надежда все равно есть. Может быть, она вот это все обсыпет, потеряет. Ну что, друзья, будем надеяться, что она выживет. Смогу я ее все-таки спасти и реанимировать. Ну, нет, я уже научилась к этому легче реагировать. Раньше очень тяжело переживала выпад какого-то растения. А сейчас понимаю, что был опыт удачный, неудачный. Дальше нужно развиваться и пробовать. Но единственное, что понимаю, что даже если я ее потеряю, я этот сорт буду пробовать еще раз. Очень он интересный. Друзья, вот такая получилась у нас с вами прогулка по саду. Посмотрели динамику, посмотрели новые зоны. Видите, опять наворотила, разворотила, насажала. И буду еще досаживать и еще менять что-то, потому что в этом и состоит кайф садоводства. Вот этот процесс созерцания, работы в саду. Где-то полила, где-то подкормила, где-то побрызгала, где-то подстригла, где-то убрала, где-то подсадила что-то новое. От этого мы получаем с вами огромное удовольствие, друзья. Потому что вот так вот садоводы мы, такие садозависимые, нескучные люди. Так что всем большое спасибо, всем мира, добра, любви. Добавляйтесь в наши группы, ссылки на которые мы даем в описании к видео. Приходите в Telegram и в WhatsApp. Всем будем рады. Всем добра и до встречи в саду, друзья.